Привет, друзья! С вами Макс, и это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский. Не знаю, слышно ли вам, что здесь проходит довольно широкая дорога, и машины бибикают. Сейчас 11:30, трафик очень напряженный, движение напряженное. Надеюсь, это не помешает вам. А я стою рядом с Тбилисским государственным университетом в городе Тбилиси. Кстати, считается один из лучших университетов вообще на Кавказе. Но сегодня речь пойдет не про университет, хотя университет, конечно, безумно красивый, и вся территория рядом очень красивая, спокойная, много деревьев. Мне очень нравится здесь находиться. Но сегодня мы с вами поедем к другому месту. Это комплекс из нескольких домов, еще советской постройки, который выглядит довольно брутально. Я вам его покажу и расскажу, почему брутально. Давайте начинать. Перед тем, как вызвать такси, хочу вам показать одно место, которое мне очень нравится. Это сад при Тбилисском государственном университете. Университет, вот он прямо здесь находится, и рядом с ним, на его территории, находится такой небольшой сад, где стоит церковь. Церковь Давида IV, Давида Строителя. Это один из главных, один из основных правителей Грузии. С правления этого царя и начинается золотой век Грузии, о котором мы с вами говорили. Но он начинается в XII веке. И эта церковь построена здесь потому, что университет был построен в 1918 году в январе, 26 января, по-моему. Это как раз день святого Давида, того самого. А сам Давид был канонизирован грузинской православной церковью за его вклад в объединение Грузии, в распространение христианства и так далее. Можете посмотреть. Очень-очень красивая церковь. Она была построена уже не так давно, в 1995 году, в 1995 году. В общем, 31 год этой церкви, молодая. Очень мне здесь нравится находиться, очень красивое здание, приятная атмосфера в этом саду. Очень хотелось с вами этим поделиться. Кстати, здесь рядом с церковью есть такая маленькая тропинка, которая ведет куда-то дальше. Я, честно говоря, даже не знаю, куда она ведет. Хочу вместе с вами по ней пройти. Может быть, она нас выведет в какое-то интересное место. Ну, так часто бывает вообще. Если вы смотрите мои влоги, то вы, наверное, знаете, что я всегда люблю сворачивать с каких-то больших дорог на какие-то маленькие тропинки, ведущие непонятно куда, потому что всегда можно найти там что-то интересное. Например, кстати, тропинка продолжается дальше. Ух ты, а тут, смотрите, тут открывается потрясающая панорама на часть города. Ух, как красиво. Смотрите, а там что? Там, подождите, что это за животное там? Не знаю, насколько хорошо вам видно. Там вот такой пустырь, и на нем я вижу... это обезьяны. Это реально обезьяны сидят. Здесь, наверное, Тбилисский зоопарк. Или просто в Тбилиси живут обезьяны, и я чего-то не знаю. Ладно. Да, реально обезьяны. Бегают там маленькие обезьянки. Обалдеть. Вот так выглядит город. Нам нужно куда-то вот туда, в район Сабуртала. Но мы туда, конечно, поедем на такси. А сейчас предлагаю продолжить путь по этой тропе, по этой тропинке. И посмотрим, удастся ли нам спуститься вниз вот туда,
где идет дорога или где проходит дорога, чтобы вызвать такси. Потому что, как всегда, Юля с девчонками, с подругами, которые приехали из Москвы, меня уже ждет. О, кстати, а вот здесь я хочу вам сейчас показать одну развязку. Мы ее назвали «Кольцо дьявола». Знаете почему? Можете увидеть сами. Она огромная, эта развязка. Она в виде кольца вот такого. Но проблема в том, что там практически невозможно пройти пешком. То есть, если тебе нужно отсюда пройти туда или отсюда туда по диагонали, как бы, то ты просто не можешь это сделать, потому что там нет возможности пройти физически. И вот мы несколько раз оказывались с той стороны, а нам нужно сюда, и мы мучились очень долго. Приходилось вот так туда идти долго, потом находить переход, переходить и вот так только добираться до места. Ну, кстати, тропа здесь идет такая нормальная. О, а здесь, смотрите, здесь, очевидно, ручьи, вода. Сделали вот такую яму. Блин, я даже не знаю, реально, можно ли здесь спуститься. Будем пробовать? Давайте. А чё нет-то? Во! А здесь, кстати, нормальная часть тропинки. Так, идем. Проходим. Пока все успешно. Так, а там забор. Но если дорога есть, она явно куда-то ведет. Так, давайте попробую. Блин, здесь, конечно, опа, спускаться крайне неудобно. Но я очень люблю такие штуки. Так, вот туда идет дорога, но нет, туда как-то не очень хорошо. Давайте попробуем пройти вот здесь. Здесь я вижу, есть проход. Блин. Как говорит Юля, да здесь нахрен вертикально. Фраза, которую она часто повторяет. Блин, ребят, не, ну тут реально просто жесть какая-то. Нет, вот там, где начинается кусок скалы, кусок камня, там я точно не пройду. Или пройду. Блин, ну это, конечно, безумие. Пожалуйста, не повторяйте этого. Данные трюки выполняются профессиональным каскадером. Ладно, не выполняются. Буду искать другой путь. Давайте попробуем пройти здесь. Ну, как пройти? Пролезть. О, нет. Тут тоже не вариант. Тут все перекрыто. Хотя вот она, свобода. Свобода. О, дырка в заборе. Ура! Дырка в заборе, друзья. Посмотрите, дырка в заборе. Так, а мы вообще куда тогда придем-то? Это какая-то частная собственность или нет? Ладно, давайте попробуем. Так. Оп. Оп. Ура! Ура! Все. Мы это сделали, друзья. Мы это сделали. Вышли к кольцу дьявола. Так, проблема в том, что мне нужно на ту сторону, а здесь точно нет перехода. А, как это нет? Вот переход. Подземный переход. Подземный переход. Так. Сейчас посмотрим, куда он нас выведет. Ух. Красиво здесь. Мне нравится. Так, поднимаемся. И теперь надо понять, где мы окажемся. Ого. Надо идти вот за тем чуваком впереди. Наверное, он знает, куда он идет. Так, ой. Да уж, ну тут и запах. Ну, знаете, запах под мостом, он, в принципе, во всех странах один и тот же. Можете посмотреть на кольцо дьявола снизу. Такая массивная бетонная конструкция. Наверняка построена еще в советское время. В наше время так не строят. А вот и ответ, как можно
перейти на ту сторону, друзья. Потому что другого варианта, скорее всего, нет. Так. Ну что? Блин. Как-то мне не по себе, я скажу честно. Как-то не по себе. Ладно, бежим. 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 Вот про это я вам и говорил. Видите, здесь переход есть. Но вот оттуда перейти нереально никак. Фух, ладно, все. Ищу место и вызываю такси. А вот и те здания, или лучше сказать, тот жилой комплекс, потому что он состоит, как я понимаю, из 3 зданий, которые я вам хотел сегодня показать. И я использовал слово «брутально» в начале видео, потому что архитектурный стиль вот этого комплекса – это как раз постсоветский модернизм с элементами брутализма, по крайней мере, как говорит интернет. Вот. Поэтому, да, выглядит достаточно брутально. Это был эксперимент в 70-х годах. В советское время грузинские архитекторы построили вот этот комплекс, и идея была такая, что людям не нужно по серпантинам забираться вот туда, чтобы попасть к себе домой. Люди могут зайти просто вот здесь, подняться на лифте, а эти дома все соединены, видите, пешеходными мостами, или их еще называют галереи, по которым можно ходить. И мы сейчас туда отправимся. Гамарджоба. А по-русски можно? Хочу наверх подняться. Друзья там ждут меня. Наверху хочу? Да. Я подняла девочки 3. Да, 3 девочки, вот они. И 20 есть у вас? 23 кость. Сейчас я посмотрю. Посмотрите. Если не будет, я дам. Сейчас посмотрю. Так. Поменяю 50, 53. Ага, сейчас посмотрю. Одна нужна монетка? Одна 23. 50 есть и 50 есть. Давай это 50, я принесу 2. Спасибо большое. Я жду им, они вернутся. Должны вернуться. Зайдут ко мне. И вот, сынок, это положи, это тоже положи туда. Вот одно отсюда, одно обратно. Одно обратно. Да, Понял. я 50 это принесла. Вот это лифт, вот. Кидайте одну штучку, нажмите Так. на 4. Подожди, подожди, сейчас придет. Вот. Кидайте одну штучку, нажмите на 14 и на мост. 14. Другая, нигде ничего не трогай, сама себя Конечно, откроется. конечно. А то тронут дверь и застревается. Понятно. Нельзя. Конечно, хорошо. Какое удивительное здание. Вы здесь живете? Да? Когда вы вернетесь, вот я вас расскажу. Хорошо. Гамарджоба. Зайдите, Да. дайте вот туда. Так, вот сюда, да? Да. Автомат. Ага. Нажмите на 14 Так, и и нажимаем всё. на 14. Одно, второе. Да. Вниз. Спасибо. Ну, в общем, вы все видели и, надеюсь, слышали. 20 это где-то, ну, я не знаю, это типа там 2 цента. Ну, короче, это какая-то сумма очень маленькая. Не знаю, в общем, разделите на 3 и получите в евро. Ну, евроцентов, 7 евроцентов, да, или 5 евроцентов. Короче, как-то так. Так, и вот мы едем на 14 этаж. Вот на таком лифте. Здесь огромное зеркало. Так, главное, бабушка сказала, что не нужно трогать двери, потому что можно застрять в лифте. Да, застрять в лифте. Это когда лифт остановился, и все. Ух, друзья. Смотрите, тут лифт, тут двери куда-то. А тут вот начались вот эти мостики. Там нас уже ждут
Ждут уже нас там, посмотрите. Нас манят. Манят нас. Не могу, хочу направо, хочу налево, но не могу свернуть. Не могу. Ладно, смог. Они прекратили свою магию. Смотрите, как выглядит это здание. Собственно, что говорить? Элементы брутализма как раз вот в этих всех массивных конструкциях, которые не скрыты никак под отделкой. Здесь вот такое железо, просто мощнейшее железо. Здесь голый бетон без какой-либо отделки. В общем, все сурово по хэви-металу. Вот это вид с одной стороны. С одной стороны моста, который соединяет два дома. А вот вид с другой стороны. Вид на горы и на город. Как вам? Офигенный вид. Так, проходим первое здание. Получается... Нет, это уже второе здание. Мы были в первом здании, мы там вот заходили, там первое здание. Это второе здание. Я не знаю, как попасть в сам дом, честно говоря. Но ок, ладно. И тут дальше третье здание. Можете посмотреть, как они выглядят, эти дома. Смотрите, какие окна, да? То есть планировалось, что окна будут такие полукруглые, да, интересные. Но, видите, некоторые люди уже заделали, как, например, вот это окно. Видите, они заделали вот эти боковушки и вставили просто прямоугольное окно. Но идея была именно в таком полукруглом окне. Прикольно. Вот здесь тоже заделаны окна. Надеюсь, люди не против, что здесь ходят туристы и все снимают. Так, слушайте, друзья, если когда-нибудь у меня будет офис, то я знаю, где он будет. Единственная проблема, что в этом офисе окно слишком маленькое, придется немножко прорубить вот так вот окно, сделать панорамное окно, и все. И просто будет супер. Как вам эта идея? Девчонки, а эти двери, они ведут... Нет, они закрыты. Они закрыты? Женщину внизу, не попасть в эти дома. То есть, может быть, сейчас все не так функционирует, как оно задумывалось, а это вот тоже так задумывалось, что нужно проходить? Минус голова, да. Но это, скорее всего, пандус просто построили позднее, очевидно, как и вот эти ступени. Здесь какие-то другие были. Потому что если ты просто идешь по пандусу, то ты проходишь, а твоя голова остается там. Вот, поэтому вот так проходим. Окей. Ух, ребята, смотрите. Вот это да. На самом деле, почему советский модернизм? Потому что идея была именно облагородить, да, то есть сделать более благородной или улучшить доступ к твоей квартире, чтобы тебе не нужно было вот сюда, вот, да, в этот дом, чтобы тебе не нужно было, условно, долго идти по серпантину вот здесь в гору и потом только заходить в свой дом. То есть ты поднимаешься на лифте сразу, и вот здесь ты можешь пройти, то есть такая как бы улица на высоте, да, прикольно. Такая вот была идея. Не знаю, насколько она сейчас работает и вообще, как сейчас все это функционирует. Девчонки говорят, что бабушка внизу обещала им рассказать про этот комплекс подробнее. Но я не знаю, согласится ли она, чтобы мы это все сняли. В общем, посмотрим. Может быть, мы узнаем что-то новое. Пока просто погуляем, посмотрим на то, как здесь все выглядит. Вот, кстати, смотрите, мы поднялись на 14-й этаж, на 14-й, прошли по мосту и оказываемся, по сути, на уровне улицы. То есть все, ты вот сейчас идешь прямо вот так и улица, все. То есть, по сути, ты отсюда можешь также туда, оттуда сюда. Очень удобно, не нужно подниматься.
много раз. Ногами не нужно идти в гору. Вот, не нужно подниматься в гору. Посмотрите вот на это здание. Ну, это уже другой дом, просто другой дом. Два даже дома. Можно увидеть, как происходил, скорее всего, самострой. Самострой — это когда люди сами достраивают кусок здания. В России тоже такое было, но, наверное, не в таких масштабах. Ну, по крайней мере, в Москве и в Санкт-Петербурге не в таких масштабах. Может быть, в других городах было как-то по-другому, не знаю. Но вот здесь, видите, вот это здание и вот эти все балконы. Их же не было. То есть вот это все, что вы видите на торце здания, это все было пристроено. Я думаю, что, скорее всего, в 90-е годы, может быть, после того, как Советский Союз перестал существовать. В Грузии было очень тяжелое время. Везде на постсоветском пространстве было тяжелое время, но в Грузии было тоже тяжелое время. Я думаю, что, наверное, более тяжелое, чем, например, в России. Не знаю, не могу сравнивать, сложно сказать. Но суть в том, что очень многие пристраивали себе к домам балконы. Но тут, получается, даже не балкон, тут прям почти целая квартира пристроена небольшая. Там как минимум 2 комнаты. В общем, вот так вот это выглядит все. Интересно. Не знаю, как с легализацией этих пристроек сейчас дело обстоит, как они легализованы или не легализованы. Но, скорее всего, легализованы. Ну, в общем, вот так. Знаете, друзья, мудрость пишется не только в умных книгах и во всяких философских трактатах. Иногда мудрость написана там, где ее не ожидаешь увидеть. Кстати, друзья, помните, я вам рассказывал про кольцо дьявола? Кстати, его видно отсюда или нет? Ну, вообще нет, оно далековато. Оно где-то вот там, но его отсюда не видно. В общем, на самом деле, кольцо дьявола — это не советская постройка. Оно, кольцо, было построено, по-моему, в 10-х годах, то есть уже после того, как Советский Союз перестал существовать. Но вроде как, но я не уверен, изначальный замысел постройки этого кольца был еще при СССР. То есть планировали построить это кольцо еще при СССР, потом изменили проект и построили уже гораздо позже. Но я не уверен. Но неважно. В любом случае оно такое, какое оно есть. Так, я узнал интересную вещь. Вот смотрите, сколько нас. Раз, 2, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Подожди, что за фигня? Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Почему нас? Короче, нас 4. Должно быть 4. Это галлюцинации. И надо опустить 4 монетки. Давайте попробуем отпустить одну и поехать. Он поедет, это ящик. Это просто ящик. Это просто ящик? Да, но мы отдадим деньги. Я думал, тебя механически система не пустит. Скажет «Найн». 20-очка? То есть это чисто под честное слово. 50. Давай. Нельзя, да, туда другие? Блин. Черт побери, где моя 20-ка-то? Куда? До 20 давали точно сейчас. Вот. Проверь, 20-ка? Это 20-ка, да. 20-ка, давай убедимся. Все честно, все точно. Опускаем. Готово. Все. Фух. Мы вышли из здания просто под огромным впечатлением, потому что у нас сейчас была экскурсия примерно на, не знаю, минут на 40. И я сейчас с вами попрощаюсь, друзья, и после этого я хочу, чтобы вы услышали то, что услышали мы, ну, может быть, с небольшой какой-то редактурой, скажем так, потому что вот эта бабушка, вахтерша, ее зовут Мзия, как оказывается, она очень известная бабушка, потому что у нее брали интервью из журнала Guardian, и
американцы снимали документалку с ее участием, и не только. Там, в общем, куча. На YouTube есть фильм тоже про весь этот комплекс. Короче, она нам кучу рассказала всего из своей жизни. И про текущую ситуацию рассказала, и про Сталина тоже рассказала. В общем, послушайте. Я с вами прощаюсь, а вы сейчас послушайте, но предупреждаю, это вот такое не по хардкору, по хэви-металу будет практика аудирования, только, знаете, это true fans only, как говорится. Вот, попробуйте, послушайте, что сможете понять. Будет для вас просто супер практика аудирования. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Заходите, садитесь. Котик. Как в собственном доме. Котик. Там так красиво. А, это парень. Ага. Заходи, садись, сынок. Спасибо. Я живу здесь с моими котами. Вот, садись, сынок. Ну, просто очень интересно. А это, получается, ну, вы, то есть, следите за и безопасностью, за всеми, всех. кто... Вот бридж, мост. Да. 14 этаж, вот первый этаж. А как люди попадают, к те, кто живут в дома? Вот по У этим... них же есть свой лифт. Вот написано У них другой лифт. резиденция элеватор. Сейчас про этих корпусах. Эти корпусы и этот мост строили в 1976 году. 1978 года уже живут люди. Но хочу откровенно сказать, что ни в первом, ни во втором, ни в третьем корпусе те люди, которые получили, был завод в Нитмен звали. Этот завод был на этом трассе чуть-чуть наверху. Но от этого не остался камушка. Завода Наш- нету, да? А? Завода не осталось? Нет. В Грузии никакой завод, никакая фабрика и учреждения нету. Все. А почему так получилось? Вот так после этого После... Советского Союза все вот так. То продали, то... Этот завод строили эти корпусы. Трое вместе, одновременно строили. И строили мост. Вопрос. Для чего они строили этот мост? Для того, чтобы рабочие не опаздывали на смену. Чтобы не опаздывали рабочие, то на лестнице, то на мост, то на этого лифт, чтобы во времени пришли на работу. Это в 70-х так было, да? Или это... Да, 76, 80 годах. 50-80. Вот так. С 76 года строили, с 8 года, 78 уже живут. Но откровенно хочу сказать, что много уже не живут те, которые тогда получили. 50-й год идет сейчас. Лично в моем корпусе где-то 6 семей. С начала до конца, которые живут. Только что поднялся эта женщина. А остальные квартиры продали? То продали, сынок, то поменяли, то за границу уехали. Их внуки, внучки живут. Да, вот так. В это время, как видели, уже с третьего корпуса есть мост до плато. Это отсюда начинается Нуцубецкий первый микрорайон, а через дороги уже Нуцубецкое первое плато. В это время прибавился жители и корпусы на плато, на первый микрорайон отсюда, а там уже Нуцубецкое первое плато. Они тоже захотели ходить на мост, но кто мог перелетать. Так что в 1983 вот эта лестница, то, что есть до подъемчика, оттуда стенку поломали и сделали мост до конца. То есть мост раньше в здании заканчивался, в Да, последнем, в да? третьем здании, Там, где я же говорю, где подъемчики, да, лестница, там была стенка. Поломали эту стенку, сделали лестницу и подъемчик, и до конца мост. Вопрос, почему захотели этот мост жители Верхней плато? Потому что это короткая дорога, одно, но главное, как видели, вот центральная поворачивается вот так, это дорога, которая идет на плато,
поднимается, 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 все время поднимается. Поворот делает, поднимается, поднимается. Поворот делает, еще поднимается. И конечная, крайняя остановка. Самая высокая, самая гора высокая, вот так. Отсюда все время подъем. Сверху же спуск. На зиму, мои дорогие. Хоть вот такой кусок льда, снег Да, бывает. все полетит. Прощай любовь. Никакой автобус, никакая маршрутка, никакие легкие машины не поднимаются, не спускаются. А мой лифт работает 24 часа. Так что все ходят на моем лифте, на моем мосте. Мое, говорю, это собственное. И главное, что и удобно, и быстро, и все довольны. Правда. Пока вот так дойдет автобус, маршрутка, мой лифт, через 2-3 минуты на моем лифте они уже дома. В Грузии ни один лифт бесплатный не бывает после коммунистов. Хочу добавить, или сперва надо сказать, что после коммунистов ни один лифт нету бесплатно. А почему так получилось? Потому что уже государство не смотрит За в лифтами. лифтах. Это все собственно забрали, и они сами и делают, и смотрят, и обращают на все. Это тоже геоэлеватор называется, который смотрит и меня, и все, и платит, и все. И механику надо деньги, и мне, и запчастям, и электричество, им тоже надо же. Конечно. Ну, А скажите, а местные жители, вот они платят с карты, а там дешевле? нет, вот я же говорю, вот лично в нашем корпусе, вот GPA-карта. Но она бесплатная, то есть они не платят. А, это бесплатно. Нет, Всё. Ага, нет, хорошо. платный, на каждом остановке 10 тетр. 10. 10, каждый. 10 раз становится, да больше, этот маленький корпусный лифт. 10 раз надо положить карту, и 10 тетр снимает. 10 тетр снимает на каждой остановке. И больше работает тот, больше вырабатывает, чем мой лифт. Вот так. Сейчас еще я хочу сказать, что кто был инженер-строитель этого моста и этих корпусов. Такие корпусы везде найдется. И в городе, и в этом участке, в этом районе. Везде. Но мост одно. Не только в Тбилиси, не только в Грузии. На земле, в мире аналог нету. Есть маленькие мостики в Китае. Маленькие мостики, говорю. Потому что мостики называются. Эти не такие. Ни длина, ни ширина. Инженер-строители были грузины, архитекторы, Отар Каландаришвили и Гизо Поцхишвили. Они оба жив да здоров, живут на Чарчавадзе, в Аке. Так что, мои дорогие, они где-то 80. Вау. Долгих лет им Да, реально долгих лет. жизни. Вау. А это уже 50-й год идет. 47-й год идет, я написала заявление в мэрии, со 2 на 3 в середине, вот мостик, вот такие 2 дырки явится. Я писала, мои дорогие, пока кто-то не пострадал, не дай Бог, чтоб дырка большая не стала, чтоб все не порвался, чтоб люди не пострадали, не попал кто-то, не дай Бог. Посмотрите, реставрация надо. В прошлом году мы закончили, в апреле месяц закончили реставрацию. Еле-еле начали через 3 года. А я отсюда до мэрии тропинку сделала. И вдруг еле-еле начали ремонт, и в прошлом году мы закончили в апреле месяц. Никакая крыша, ничего, покрасили только и положили плиты. Сейчас не так же, как до ковида. Переполнено было здесь. Я так не могла сидеть. Стояла перед кабиной, перед лифтом. Кричала, орала, внутри 10-12 человек заходили, я выгоняла. Нельзя, слушай, это порвется трос, упадет кабина. Кричала, орала, но
После ковида приходят, есть с каждого уголка. Но не так, как было. Вы обещали про Сталина пару слов сказать. Мой отец уже больше на 40 скончался. Он был участник во Второй мировой войне. Он очень любил, ребята, очень любил Сталина, очень, и уважал. Вот посмотрите, вот хорошо, вот Сталин. Это от моего отца остался, а это Горис Тихий называется. Сталин же в горе родился. Это там, где родился Сталин, место? Да, горе. После моего отца, как это снимок остался, я очень люблю, уважаю и держу этот снимок. Как подарок память. от моего отца. На земле больше на всех я люблю русских и немцы. Наверное, потому что и говорю по-немецки, и А вы по-немецки школу я говорите? научила, в школу. Вау. С 5 класса, всего 6 лет мы учили немецкий язык. Но русский мы начали со 2 класса. Русский, ну, как говорю, наверное, ошибки очень много, но ошибок, но кое-что слышно, да? Да, все отлично. Вот так, мои дорогие, чтобы вы знали, Россия, мое сердце, любила, люблю и буду любить, пока глаза открыты. Вы не думаете, что Путин – это не одна Россия, и Грузия тоже не одна наше начальство. Правда. Вот так. Мы, люди, должны любить, уважать, держать друг друга. Меня ругают наши Грузии. Почему ты любишь русских? Почему ты уважаешь? Почему ты все рассказываешь? Почему ты все показываешь? Я говорю, столько есть человек, столько и голова, и мозг. Ты так думаешь? Я так думаю. Ты не любишь? Я люблю. Ты не хочешь? Я хочу. Вот приклею, там видели, что рукой написано по-грузински, по-английски, напечатано это. Приклею, рвют. Приклею, рвют. Один прекрасный день я взяла палку и сказала, вы троньте кое-что, я вас голова поломаю. Ты не хочешь, я хочу. Должен идти по-грузински, и по-русски, и по-английски. Не хочешь? Не прочитай. Давай мимо. Не хочешь? Не заходи в кабинет. Давай пешком. Гуляй дальше. Кто-то увижу, голова поломаю. После этого не трогай. Я бы тоже не Так думала. что слава великому Россию миллион раз. Спасибо вам Меня большое. ругают, но все равно это ругание проходит, а я люблю. Спасибо вам большое. Спасибо. А как вас зовут? Зия. Зия? Про меня много фильмов, ребята. Правда? На стенке посмотрели там «Лифт Лейди». Это я. На левом глазе грузинская карта у меня нарисована. «Лифт Лейди» — это польский фильм. Про меня, про моста и про все. Мы много грантов получили. Это за прошлом году. Нет, 23-го. 23-го. А в прошлом году американские сняли фильм «Зия leaves the room». Зия оставляет комнату. Где-то 8-10 дней тому назад с Америки звонит оператор и этот режиссер и оператор звонят и говорят: поздравляем, мы получили золотой грант, получили золотой медаль. Все, мы на первом месте, целая Америка был в Америке, соревнование документальных фильмов, и мы получили золотой. Первое место заняли, и они меня поздравили. У меня волосы вот так стало от радости. Конечно. Я слова не могла сказать, вот так стояла и плакала. Так что, мои дорогие, мы получили. Еще есть грузинский 2020-го, про меня «Мосты» называется. Мосты, да? Да, этого на Ютубе лежит, мои фильмы. Смотрите эти фильмы. Очень много фильмов, очень много интервью. Был один парень, Алексей зовут. Он несколько лет здесь жил, до войны. Здесь нет, и до войны. В прошлом году он принес мне
Он уже уехал в Россию. Этот сирены принес. Стой, стой, здесь тетя и прямо в подъезд приготовил вот так в рамку и принес. Как красиво. Вот так. Какая Мой красота. снимок. Вот. Какая красота. Есть великобританский газет, вы знаете, наверное, «Гардиан» или «Гардиан». Гардиан, Да. В этом газете 3-4 листка про меня писали. Когда я увижу, что вот туристы пришли, да, вдруг, да, у меня дверь открыта, или там, или вот так они меня смотрят, на руке держат телефон, вот так и кричат: «Мизия, вот мы нашли, вот Мизия, вот так показывают. Так что, когда приходят, я уже догадаюсь, как показывают, значит, это я. Значит, с Великобританской приехали. Вот так, мои дорогие, вот живу, существую как-то. И радуюсь, когда я вас вижу и с вами говорю. Слава Богу. Спасибо большое. Нам тоже было очень приятно. Очень. Счастья, мир, Да, спасибо огромное. Не скоро кончится, чтобы на земле наступила мир. Дай Но если Обязательно. опять Советский Союз будет, начнется, я так хочу, чтобы Советский Союз опять вернулся, чтобы мы с одного тарелки кушали, и мы уважали друг друга. И деньги были одни, и война не была, и ничего. Вот я приветствую на это. Ясно. Спасибо вам огромное. Здоровья, Спасибо. мир да любовь, мои Спасибо большое Мы вам. очень рады познакомиться. Спасибо вам большое. Можно вас обнять? Мои дорогие, чтобы вы знали, может быть, я не буду здесь, нет, но пока я здесь, хорошо. И как вы придете, постучите, захотите, мы пришли. Обязательно. Спасибо большое. На корпус. Да, на корм. Для кошек пусть будет на всякий случай, кто знает. Вот. Котики у вас прелестные. Да. Все, живите счастливо. Да, Спасибо.